Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой прекрасный, тонкий, ажурный джемпер. Буду предлагать вам сегодня использовать льняную пряжу, чистый стопроцентный лен. И в этом варианте этот джемпер приобретает такое, знаете, как бы назначение легкого сетчатого джемпера, такой своеобразной летней накидки поверх топа, да, очень изящный, очень нежный, очень ажурный. Я бы назвала этот узор сложной комбинацией ажурной сеточки, да, то есть и еще из этой пряжи, из льна, это будет просто потрясающе красиво, ажурно выглядеть, девочки. Очень красивый и просто роскошно выглядящий вариант такого сетчатого джемпера. Давайте посмотрим детально с вами. По размерам давайте тоже я вам расскажу. Я буду вставлять описание сегодня на 2 размера, которые будут объединять в себя. Значит, вот я приближаю вам узор, да, смотрите внимательно, как оформлен вырез горловины, да, красиво, хорошо смотрится. Здесь вот лицевую гладь не стесняются применять. Значит, размеры 42, 44, 46 это первый вариант идет. И второй вариант размеров у нас идет 48, 50, 52. То есть вот такой будет сегодня большое объединение размеров. Всего будет использоваться 2 размера в расчете. Также приближаю моделечку. Вот, я предлагаю ее по-разному носить. Если это лен, то его, скорее всего, на выпуск, знаете, как накидка или даже как пончо, такой вариант очень широкий, свободный. Рукава, как видите, тоже очень свободные, такие широкие. Вот, то есть это модель в стиле оверсайз будет у нас. И, как видите, именно такой сетчатый узор предполагает именно широкий такой размах в размере по ширине, да. По длине это тоже по желанию, в принципе, кто-то хочет длинный, кто-то хочет укороченный вариант. Вот он так в длину у нас, как видите, в оригинале. То есть это средний вариант длины, не короткий и не длинный. Рукава тоже можно не обязательно делать такие, как бы, длинные, да, то есть сейчас как-то модно стало, но это тоже на любителя. Еще раз приближаю вам узор, но какой же он все-таки красивый, да. Я составила схему, нарисовала. Схема простая, несложная. 12 петель у нас ширина получилась, по высоте, по-моему, 8 рядов. Так. Ну, вы посмотрите, я вам сейчас следом вот за этим как бы моментом мы посмотрим с вами пряжу. Идет выбор пряжи, я вам показываю эту пряжу. Лен такой у нас получается, тоже молочный цвет, приятный. Российская пряжа. Ну, давайте сейчас пока не буду заходить. Вот у нас по спиночке, как тоже видите, широкий такой у нас стиль используется. Очень широкая кофточка идет. И действительно это ажур. Ажур просто зашкаливает. И из материала лен это будет просто сногсшибательная летняя кофточка. Очень красивая такая ажурная накидочка. Так, возвращаемся с вами в начало. И давайте, как я говорила, про пряжу. Смотрим выбор пряжи. Девочки, для вязания этого джемпера красивого я предлагаю пряжу. Выбрала пряжу Камтекс. Фирмы Камтекс лен. Пряжа для ручного вязания. 330 метров, 100 грамм. Состав 100% лен. Вот, что тут еще у нас интересного есть. В общем, пряжа очень тонкая. Спицы я использовала 3,5. Вот так выглядит ниточка в увеличенном виде. Показываю вам. Спицы у меня 3,5. И вот так выглядит наш узор. Очень тонкая сетка. Можно сказать, настоящее кружево. Как видите, да? Очень четко видно, как у нас петельки смотрятся.
Очень красивое ажурное получается полотно, очень изящное, вяжется совсем простым узором. Просто, знаете, эстетическая радость какую-то я испытываю от вязания этого чудесного кружева. И, в общем-то, лен есть лен, да, то есть это натуральное волокно. И в летнюю жару поверх обычного топа одеть такую кружевную красивую вещь, ну, просто очень-очень красиво. И, в общем-то, действительно какая-то такая яркая, нежная красота летняя, именно летняя, летний ажур. Здорово придумали узорчик. Схему я нарисовала, да, и давайте сейчас, девочки, внимательно посмотрим схему этой красоты. Так, вот у нас так выглядит с вами конструктивная выкройка, девочки. Я хотела сказать, что спинка перед вяжется раздельно, рукава раздельно, все детали, то есть мы вяжем снизу вверх и раздельно. Затем все это в сборке сшивается, отдельно на круговых спицах вяжется вырез горловины. Тоже он невысокий. Так, ну и схема. Схема вот таким образом у меня выглядит. То есть, да, правильно, 8 рядов. Получается условное обозначение у нас. Вот эта горизонтальная черточка, это изнаночная. Лицевая петля обозначает вертикальную черточку. Круг – это накид. Треугольники. Смотрите, равнобедренный треугольник. Это 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Вот этот прямоугольничек с таким наклоном, 2 вместе лицевой с наклоном влево и зеркальный 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Все. Такие вот легкие условные обозначения. Ширина 12 петель узора. Так, и составляется описание. Вот это описание, которое я выкладываю под видео, девочки, всегда в виде текста. Там почитайте. Все там есть. Все. Вот такое будет описание, совсем простое. Ну, вы и сами конструкцию видели, прям элементарно. Все по прямой вяжем, да, особых никаких сложностей нет. Самая большая сложность у вас это будет скос плеча. Часто спрашивают у меня, что вот это вот обозначает, да. Ой, сейчас я вам поясню. Значит, вот такая запись обозначает, что вы закрываете один раз 3 петли. Это первый размер, в скобочках второй размер. Здесь что обозначает 5 на 4? Это значит, что вы 5 раз закрываете по 4 петли в каждом втором ряду. Здесь написано. Вот так. Так, ну давайте приступим к вязанию образца. Так, дорогие мои, сегодня мы с вами будем вязать вот такой образец. Здесь 3 раппорта по 12 петель. 1 петля для симметрии плюс 2 кромочные. В сумме у меня получилось 39 петель. Вот такая сетка тонкая-тонкая. Из такой прям тонкой-тонкой пряжи. Спицами будем вязать 3,5. Вы можете набрать меньшее количество петель. И вот как я вам сказала, за расчет раппорт 12 петель ширина, 1 петля для симметрии, 2 кромочные. Я показываю первый ряд раппорта. Кромочную снимаем. Первая петля у нас идет изнаночная по раппорту. И далее мы вяжем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Раппорт связан. И второй раппорт мы вяжем точно так же. Я его не буду повторять. Опять начинаем изнаночная и так далее. Все четные ряды, которые у нас будут являться изнаночными, мы провязываем изнаночными петельками, в том числе и накиды. Вяжем с вами 3 ряд. Следующим образом: кромочная, первая петля изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого первой и второй петельки я поменяю местами. У меня первая будет за работой, вторая
поверх нее. И все 3 вместе я провяжу одной лицевой. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И еще раз накид. Связали с вами 3-й ряд раппорта. И повторяем снова изнаночная и продолжаем так же, как я только что вам сказала. Вяжем 5-й ряд. Кромочная. Начинаем раппорт. Изнаночная. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Раппорт связан. Продолжаем точно так же второй раппорт. Изнаночная и так далее. Пошли там накид. Продолжаем. 7-й ряд. Первая петля кромочная, вяжем раппорт изнаночная, затем мы вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Я уже показывала, как я это делаю, да? 2 петли я меняю местами. Первая за работой, вторая поверх нее накидывается. И все 3 вместе я провязываю одной петлей лицевой. Делаем накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Раппорт связан. Начинаем второй раппорт также. Изнаночная, накид и так далее. Продолжаем. Итак, горячим паром обдаем наш образец, делаем влажную тепловую обработку. И во влажном состоянии надо потянуть наше полотно. Тянем его по вертикали, по горизонтали. Еще разочек. И еще раз тянем. А теперь в расправленном состоянии пусть сохнет. Для расчета плотности, девочки, я беру простую линейку и наш высохший образец, вот так он сейчас выглядит. Сейчас будем измерять. Давайте. Так, ширину измеряем. 23 у меня получилось, 23 сантиметра ширина. Так, 23 сантиметра у меня получилась ширина образца. И мы с вами 39 петель набирали. 39 разделить на 23 сантиметра, получается 1,7. Округляем, да, в большую сторону. То есть у нас с вами в 1 сантиметре получается, в 1 сантиметре 1,7 петель. Это мы вот такую сейчас с вами плотность по горизонтали посчитали. Теперь берем по вертикали. Также прикладываем нашу линейку и измеряем 16 сантиметров у меня высота. Надо посчитать, сколько рядов связано. Связано 32 ряда. 32 разделить на 16 сантиметров будет ровно 2. То есть у нас с вами получилась вертикальная плотность в 1 сантиметре 2 ряда ровно. С этими расчетами сейчас, с этими нашими расчетами плотности будем составлять описание по выкройке. Девочки, сегодня мы будем с вами составлять описание вот по такой выкройке. У нас с вами спущенное плечо идет, и рукав не будет с косого рукава, а вот такой вот пышный, он сразу от манжеты начинается. Такие особенности, да, конструкции. У нас будет скос плеча рассчитываться. И сейчас я вам расскажу, как мы будем с вами считать петли. Вяжутся все детали снизу вверх, спинку перед. Давайте посмотрим. Итак, будут использовать следующие размеры. Значит, первый размер у нас объединяет 42, 44, 46.
Это будет такая мерка. 51 сантиметр у нас будет ширина спинки и переда. Второй размер у нас будет 48, 50, 52 с шириной спинки 58 сантиметров. Вот. И, в общем-то, знаете, если вы хотите свободнее, вы можете чуть-чуть прибавить, там 4 прибавить петли, то есть по 2 справа и слева добавляете изнаночные петельки. Это я к тому, кто хочет пошире, на 52 особенно размер. 58 сантиметров это, ну как скажем, небольшая величина, такая несвободное облегание, поэтому вот рекомендуется добавить еще 2, получается 2 сантиметра, справа и слева получается по 2 петли добавляется. Так, ну и в общем-то, если у нас 51 сантиметр, мы умножаем на нашу плотность, которую только что посчитали по горизонтали, это 1,7, и получаем 87 петель. Смотрите, 51 на 1,7, 86,7, но 87 петель. Берем, округляем в большую сторону. 87 петель распределяем. У нас раппорт составляет 12 петель. Вы помните, да? 87 мы делим на 12. Это 7 целых раппортов. 7 умножить на 12. 84 плюс 1 петля у нас для симметрии и плюс 2 кромочные. Поэтому получается 87 петель. То есть вы поняли, что мы располагаем сами раппорты. Я всегда вот так рисую схематично. Вот представьте, что это ваш наборный ряд, да, и у нас идет кромочная, 7 раппортов по 12 петель, 1 петля в конце, 1 изнаночная крайняя для симметрии. Она у нас здесь начинается с 1 изнаночной, здесь заканчивается для симметрии. И кромочная в сумме дает 87 петель. То же самое касается для второго размера. Здесь 99 петель, то есть я добавила еще 1 раппорт, 12 петель. Получилось 8 раппортов по 12 петель, 1 петля для симметрии, также располагается крайне левая, и 2 кромочные. И это у нас 58 сантиметров, 99 петель. Так, теперь что касается, как вяжем. Значит, снизу у нас идет небольшая планка резинкой 1 на 1, 2 на 2, любой, какой вам удобно. Затем переходим на ажурный узор, вяжем, вяжем, вяжем и по прямой, да, пройма у нас составит глубина, высота проймы 20 и первый размер и второй размер 22 сантиметра. Скос плеча составляет у нас высоту 5 сантиметров, и я сразу перевожу в ряды, девочки. Смотрите, у меня все вертикальные мерочки стоят сразу равно 60 рядов. Почему 60? Помните, мы посчитали вертикальную плотность в 1 сантиметре 2 ряда, правильно? Вот, поэтому мы с вами 30 сантиметров умножаем на 2, это плотность по вертикали, получаем 60 рядов. Будем вязать, руководствуясь исключительно рядами. Считаем ряды, девочки, не надо ничего мерить сантиметрами, потому что это будет неверный результат. Вот, и, в общем-то, изделие, как правило, другую длину будет иметь, более длинную. Так, теперь смотрите, вырез горловины. Ширину выреза я беру 20 сантиметров на первые вот эти вот мерки первого размера. И увеличиваю на 2 петли для второго размера. Получается у меня 41 петля, ну, так-то 40, но у нас будет получаться 1 петля должна быть, то есть нечетное должно быть количество петель, чтобы на плечи потом пришлось одинаковое количество петель. Поскольку у нас участвует нечетное количество в наборе, да, это понятно. И на плечи у нас остается 23 и 28 петель. 41 петля первый размер, 43 петли второй размер у нас идет на ширину выреза горловины. Я выделила, да?
Дальше. Я в своей конструкции, в своем описании не учитываю вырез по спинке совсем. Он обычно бывает небольшой, около 2 сантиметров глубиной. У меня здесь сразу закрывается петли по прямой, и все. Здесь у нас с вами идет высота по переду выреза 8 сантиметров. И, в общем-то, я считаю, что это нормально. Небольшой такой вырез, не глубокий, средний. Так, как сделать скос плеча, подробно рассказываю в описании, в текстовом под видео. Там, пожалуйста, смотрите, читайте, все есть. Теперь давайте, вы поняли, что спинка перед у нас вяжется совершенно одинаково, только у нас глубина выреза по переду, она вот составляет 8 сантиметров. По спинке вообще нет никакой глубины. Рукав. Давайте на рукав переходим. Также вяжем снизу вверх. И у нас начинается с планки. Планка 3 сантиметра, также резинкой. Затем, девочки, мы набираем вначале на планку 43-45 петель. Вяжем резинку. И в последнем изнаночном ряду нам практически в 2 раза надо увеличить это количество. То есть в каждую петлю, да, мы из каждой делаем 2. Таким образом у нас должно получиться 79 петель на первый размер, 87 петель на второй размер. И распределяется у нас ажурные наши узоры следующим образом. Значит, для первого размерчика, где 79 петель, у меня 6 раппортов идет по 12 петель. И здесь я для симметрии взяла одну изнаночную, крайне правую, и получается 2 изнаночные будут у нас идти крайне левые. Вот таким образом я предлагаю вам расположить узоры. 6 раппортов, начинается все кромочное, изнаночное, затем 6 раппортов по 12 петель, заканчиваем 2 изнаночными и кромочными. Для второго размера 7 раппортов целых у нас идут, 1 изнаночная для симметрии, крайне левая, ну и, соответственно, 2 кромочные. В сумме это 8-7 петелечек. Вяжем мы с вами на ту высоту, которая вам понадобится. Ну, то есть это зависит от ваших предпочтений, от вашего роста, скажем так. У меня вот 46 сантиметров вместе с планкой заложено. Как бы здесь вот тоже такая у манжеты планируется некая, ну, хотя там никакой манжет, наверное, не получается, да. Ну, в общем-то, длину делайте по своим меркам. Рукава, пожалуйста, измерьте и запланируйте. Это 86 рядов, девочки. Сразу переводите также в ряды все вертикальные размеры, умножая на плотность по вертикали, любой вертикальный размер. Затем вы закрываете все петли, связав тоже ажурным узором полотно. При сборке делаем на круговых спицах по вырезу горловины еще дополнительно небольшую планочку высотой 2-3 сантиметра по желанию. Все. Общей длиной изделия я заложила 58-60 сантиметров. Это первый размер, это второй размер. И тоже мерка очень индивидуальная и должна по вашему желанию, по вашему росту корректироваться. Ну, на этом все, мои дорогие. Очень простая конструкция, да. Описание будет выложено под видео, как обычно, я вам всегда это делаю в виде текста. Читайте, смотрите, там все подробно расписано. Я желаю вам удачи, до новых встреч.